Мы живем на данный момент в период общественно-политической и экономической формации под названием капитализм. Что же из себя представляет данная система? Каковы ее принцип работы и основные тезисы? Рынок – это система обмена товаров, построенная на спросе и предложении. При возникновении какой-либо идеи и воплощении ее в материальной форме, она становится продуктом, который можно продать. В случае заинтересованности потребителей в новоиспеченном товаре возникает спрос и большое желание его заполучить в свои руки. Продавец-создатель данного продукта теперь может поставить данный продукт на массовое производство, условно на конвейер. Для этого ему нужно обеспечить достаточное количество ресурсов, чтобы производить все это массово. Вместе с наданными ресурсами для самого продукта нужны ресурсы людские. Для массового производства нужно использовать наемный труд, который тоже нужно оплачивать, если есть необходимость повышения уровня и качества производства. Повышение уровня производства необходимо из-за конкуренции, ибо в случае появления конкурента, производящего такой же товар, но качественно лучше или с меньшей ценой, он может забрать всех потребителей предпринимателя первой категории себе. У предпринимателя первой категории остается только два варианта. Оставить все как есть и банально обанкротиться из-за перевеса предложения и отсутствия спроса. В таком случае его компанию могут выкупить его конкуренты ради повышения объема и качества производства, ради противостояния другим конкурентам, ибо крупные компании ведут борьбу за доминирование на мировом рынке, или же начать самому понижать цены или повышать объем и качество производства. Для повышения качества и объема производства необходимо повышение количества наемных рабочих и самих средств производства, станков и даже целых заводов. Из-за этого крупным предпринимателям-капиталистам приходится повышать количество рабочих часов и рабочей силы. Из-за этого и появляется надобность в колонизации и использовании более слабых и незащищенных слоев населения для повышения объема и качества производства. Конкуренция является неотъемлемой частью капиталистической рыночной экономики, а чтобы ставить паритет в ней, нужно действовать так же, как и твой конкурент. В любом случае, все это приводит к тому, что рабочие не могут распоряжаться своим же производством. Капиталист будет присваивать произведенный рабочим товар себе ради исключительной выгоды и увеличения своей сферы влияния на рынке, как и национальном, так и на мировом. Единственной главной конкурентоспособной капитализму системой является социализм и коммунизм. Крупные предприятия под контролем буржуазии автоматически создают классовое неравенство, ибо класс буржуазии, состоящий из крупных предпринимателей, эксплуатирует рабочих. При коммунизме же, за счет коллективной власти рабочих советов, крупные промышленные предприятия должны будут перейти под контроль этих же советов. Чтобы наконец-то прекратить противостояние, которое влечет за собой диктатуру буржуазии над рабочим классом, то есть социального меньшинства, коммунисты, в свою очередь, собираются установить диктатуру пролетариата, диктатуру социального большинства, ибо основная масса любого капиталистического государства – это рабочий люд. Буржуазия же, в свою очередь, составляет десяток, сотню, а возможно и тысячи человек. Но они в своей массе не сравнятся по количеству с многомиллионным национальным и многомиллиардным интернациональным рабочим классом. После свержения мировым рабочим классом буржуазии, государства, как инструменты эксплуатации буржуазии и рабочего класса, должны отмереть, а за счет автоматизации рабочих мест рабочие смогут добиться сокращения рабочих часов, улучшения условий труда и уничтожения разделений на бедных и богатых. При коммунизме исчезнет такое понятие, как бедность, ибо коммунистическое общество на то оно и коммунистическое, ибо сам термин произошел от слова «коммуна» – «община», потому что оно построено на коллективизме и единстве рабочего класса. При капитализме же, в свою очередь, бедность не сможет исчезнуть. Как бы ни пытались это пропагандировать крупные предприниматели, а пропагандируют они все это исключительно ради того, чтобы пустить пыль в глаза доверчивым наемным рабочим и сохранить при этом состав рабочей силы. Для того, чтобы окончательно перейти от капиталистического общества на коммунистическое, с отсутствием денег и с отсутствием классового неравенства,
Рабочие должны построить социализм, ибо резкий переход к коммунизму без мировой революции и отмены государства банально невозможен. Для всего этого нам нужен плавный переход в социализм от капитализма к коммунистическому обществу для подготовки и развития коллективного классового создания. Только тогда человечество сможет прийти к коммунистическому, бесклассовому обществу.